Друзья, всем привет! Это видео будет преимущественно для новичков, для начинающих массажистов и зрителей моего YouTube канала. В этом видео я продемонстрирую 4 основных приема классического массажа. Классический массаж, как и музыка, состоящая из 7 нот, состоит из 4 приемов. Но эти же приемы имеют большое количество вариаций, поэтому когда мы смотрим, как выглядят приемы массажа, кажется, что их большое количество, но на самом деле их всего 4. Но каждый прием имеет свое разнообразие, свою вариацию. В этом видео я продемонстрирую 4 приема и по 2 вариации каждого движения. Итак, первым делом наносим масло на руки, распределяем его по ладоням и выполняем прием поглаживания. Поглаживание выполняется скольжением ладони по рабочей поверхности. Не давим на руки, кисти расслаблены и стараемся выполнять этот прием с минимальным изгибом в локтевом суставе. Сначала выполняем одновременные поглаживания, то есть вверх мы идем вдоль позвоночника, а вниз по задней боковой поверхности. Стараемся максимально полностью обхватить и проработать всю спину, прогладить. Этим приемом мы знакомимся с телом, создаем первый контакт, распределяем масло по рабочей поверхности. Далее выполняем попеременные поглаживания. Это вторая вариация этого же приема. Движения плавные, равномерные, идем от позвоночника к кушетке. Также выполняем по ближней стороне. Двигаемся на запястье, на себя. Это 2 вариации приема поглаживания. Следующий прием у нас будет растирание. Если вы хотите больше знать о массаже, быстрее развиваться и учиться, то по ссылке в описании можете присоединиться к моему закрытому клубу массажистов. В этом клубе я провожу прямые эфиры, снимаю видеоуроки, которых вы не найдете на YouTube. Там есть специальный чат, в котором мы общаемся и в дружеской обстановке взаимодействуем. Присоединяйтесь. Первый вариант приема растирания – это плоскостное растирание. Скольжение интенсивное 2 руками попеременно, скользим ладонью. При выполнении этого приема старайтесь большой палец прижимать к указательному, чтобы случайно не зацепить свою руку и не нанести себе травму. Этим приемом мы разогреваем кожу и готовим ее к более глубокой проработке разминанием. Вторая вариация этого приема – пиление. Ставим руки на ребро ладони и интенсивно выполняем скольжение. Крестец. Также этот прием можно выполнять по паравертебральным линиям, то есть вдоль позвоночника и разогревать мышцы. Можно выполнять встречно, можно выполнять попеременно вдоль позвоночника. В этот момент вы и ваш клиент должен почувствовать тепло, почувствовать, как разогревается его кожа. Далее, я уже говорил, что мы связываем все движения поглаживанием, выполняем серию поглаживаний, чтобы немного успокоить кожу и сделать массаж более равномерным. И переходим к приемам разминания. Это основные приемы массажа. Первый прием разминания, самый известный, самый распространенный, это S-образное разминание. Выполняется он попеременным захватом кожно-мышечной складки и отпускаем. Стараемся не скользить. Если до этого приема мы выполняли со скольжением, то здесь мы захватываем кожно-мышечную складку и не соскальзываем. То есть скользящих движений быть не должно. Максимально вклеено, то есть подхватываем ладонью и прорабатываем. Это первая вариация приема разминания. Следующая вариация приема разминания, одна из самых простых, это надавливание. Основанием ладони мы упираемся вдоль позвоночника, работаем по паравертебральным линиям и нажимаем и отпускаем. Также выполняем этот прием без скольжения. Нажимаем и отпускаем.
Здесь я выполняю этот прием одной рукой, но также есть вариация при выполнении двумя руками. Через прямые руки переносим вес тела и отпускаем. Эти приемы я сейчас выполняю на поясничном отделе, но также их можно выполнять и на грудном отделе. То есть выполнять S-образные разминания здесь и выполнять надавливание также здесь. И попеременные. В зависимости от той зоны, с которой вы работаете. Итак, первый прием разминания S-образное. Погладили. Переходим через поглаживание к следующему приему. Второй прием надавливание. Если выполняете массаж одной рукой, то вторая рука всегда в контакте с телом человека. Снова поглаживание. И повторяем заново связку движений. Поглаживание, разминание, поглаживание и следующий прием разминания. И четвертый прием, финальный, это вибрации. Вибрации, первая вариация, это поколачивание. Кулачком стукаем и отпускаем. Но ударяем не прямыми напряженными предплечьями, предплечья расслаблены, работает здесь больше кисть. И важно не сжимать сильно кулак, для того, чтобы была возможность создать здесь небольшую такую воздушную подушку и смягчить удар на кожу, чтобы ее не травмировать. Следующий прием после поколачивания — это рубление. Разомкнутыми пальцами, то есть пальцы у нас разомкнуты во время удара, и когда мы прикасаемся к коже, они смыкаются, также смягчая удар. Прием называется рубление. После вибрации обязательно выполняем поглаживание для того, чтобы успокоить кожу. По спине мы таким образом работаем. Поясничный отдел с одной стороны, переходим поясничный отдел со второй стороны, затем грудной отдел и следующий грудной отдел со второй стороны. После этого перемещаемся на шейно-воротниковую зону. Приемы по шейно-воротниковой зоне я покажу в следующем видео. Но на данный момент этими приемами, которые мы сейчас с вами разобрали, можно проработать поясничный отдел и грудной отдел. Прием можно выполнять как на массажном столе, так и на полу в домашних условиях.